После цикла видео о феврале 43-го в Павлограде я заинтересовалась автором дневников Петре Пироженко, и цепочка потянулась. Удалось найти его брата Виктора, и я сделала об этих замечательных украинцах 2 ролика. При этом Виктор Харитонович передал мне некоторые материалы, и просмотрев их, я решила, что они подсветят нам некоторые моменты тех событий, и попутно внимательно рассмотрим, как работает фабрика мифов. Канал Ірини Коновець-Поплавської. Мы зачитали в этих видео свидетельства очевидцев, потому что ничего другого, чтобы понять, что происходило в феврале 43-го, у нас не оставалось. И там мы отмечали, что показания Клары Таблер самые заангажированные. Их надо фильтровать и фильтровать, потому что Клара Адольфовна была обязана тем, кто ей помог, избежать наказаний от советской власти и могла что-то присочинить. И вот у меня в руках письмо гвардии полковника в отставке, ветерана Великой Отечественной войны и Вооруженных сил СССР, члена КПСС 43-го года Михаила Васильевича Сущевского. Михаил Васильевич прошел войну до Берлина, имеет множество орденов и медалей. По советским меркам благонадежнейший из благонадежных. И что самое интересное, воевал в той самой 35-й стрелковой гвардейской дивизии, которая освобождала Павлоград в феврале 43-го. Преамбула такова. 14 января 1986 года Сущевский отправил письма аж в Институт марксизма-ленинизма ЦК КПСС, замдиректора профессору К. Гусеву и в Институт военной истории Минобороны СССР, замначальника института профессору Кирьяну. Кто такой Гусев, Google умалчивает, а вот Михаил Митрофанович Кирьян был такой маститый советский военный историк, генерал-лейтенант, доктор военных наук, профессор, заслуженный деятель науки РСФСР. Любопытно, что в 80-х годах он одним из первых обратил внимание на необходимость и объективного освещения начального этапа войны Германии с СССР. Кирьян указывал в своих трудах, что причины разгрома Красной Армии в первые месяцы войны и быстрое продвижение на восток немцев кроются не только в неожиданности нападения или количественном превосходстве вермахта, но и в неготовности советского командования к войне такого масштаба. И, кстати, в 70-х годах Кирьян был главным редактором советской военной энциклопедии. И вот таким важным персонам Сущевский отправляет свои письма, в которых сначала кратко описывает, как они захватили Павлоград, отметим, именно 17 февраля 1943 года совместно с небольшими группами партизан из прилегающих сел, понеся значительные потери, 500 человек убитыми, а потери противника 300 убитыми. И не задерживаясь в городе, 35-я стрелковая дивизия начала преследование противника в направлении Новомосковска и Синельникова. В Павлограде остался только учебный батальон. 35-я дивизия таким образом растянулась на широком фронте без достаточного количества боеприпасов, горючего и продовольствия. А немцы взяли и кинули на них свежие силы. И Сущевский еще умолчал о том, что и сами бойцы 35-й дивизии находились в плачевном состоянии. Их гнали как на убой. Имеется свидетельство Тетяни Григорівни Гончаренко Галоти із Кочережек. Коли в лютому 43-го року Червона армія почала наступ, вона вступила в село тільки на один день. При цьому ми побачили, якими голодними і обірваними були наші солдати. Їхали на трофейних бричках, запряжених конем і волом, але все ж таки вони жартували. Вот так по-тупому кидали советские генералы своих солдат на смерть. Далее Сущевский пишет, что 22 февраля танки и мотопехота немцев прорвались к Павлограду и захватили основные дороги. И советская армия отступала по бездорожью под налетами авиации и понесла серьезные потери, 1000 человек убитыми, разбитую артиллерию, танки и сожженные средства транспорта. К концу февраля остатки 35-й дивизии уже были на реке Северный Донец. Вот так это было. Прошло
20 лет. Начался этот пресловутый партизанский бум, и по словам Сущевского, когда ветераны 35-й дивизии почитали историю Великой Отечественной войны Советского Союза, то были ошеломлены наличием неведомого им доселе факта об антифашистском восстании павлоградских подпольщиков, в результате которого Павлоград был освобожден еще 16 февраля, а полки 35-й гвардейской стрелковой дивизии вошли в освобожденный город чуть ли не парадным маршем. И 300 убитых немцев приписали победе павлоградского подполья. Ветераны были шокированы даже не этим. Мало кто-то что-то там где-то черкнул невпопад, а то поразило ветеранов, что дело зашло слишком далеко. Тема вооруженного восстания павлоградского подполья проникла на страницы других авторитетных на то время изданий. Вот этот список. Тут и история мисты сил УРСР, история КПСС, том 5, история Второй мировой войны, а также советская военная энциклопедия, которая имела отношение и как бы правдоруб Кирьян. Вот что написали в этой энциклопедии. Павлоград, город Днепропетровской области, УССР и ЖД-узел, освобожденный от фашистских оккупантов в Великую Отечественную войну в результате вооруженного восстания советских патриотов 16-17 февраля 1943 года. 16 февраля началось восстание. В нем участвовали также около 300 заключенных, освобожденных из тюрьмы. Во второй половине дня боевые группы Осьмиченко и Белого окружили в центре города штаб 104-го итальянского полка и в упорном бою разгромили его. На здании бывшей управы комсомолец Осьмиченко водрузил красное знамя. 17 февраля восставшие совместно с подошедшими частями 4-го гвардейского стрелкового корпуса полностью очистили город от оккупантов. В боях в Павлограде и его окрестностях советские патриоты уничтожили около 350 солдат противника, а 2 роты фашистов захватили в плен. Куда же черпали энциклопедисты эту инфу? Днепропетровская область в годы Великой Отечественной войны Советского Союза, сборник документов, материалов Днепропетровск 62 года и бинго! Караванченко, Федоренко, непокоренный Павлоград 1965 года выпуска. По сути, художественное произведение. И Сущевский обращает внимание в своем письме, что каким-то образом в справочнике освобождения городов уже отмечено, что в освобождении города участвовал подпольный отряд Кравченко Петр Ануфриевич. Как мы помним, Клара Таблер отмечала в своих свидетельствах, что они с Кравченко еще 16 февраля утром пошли на Левадки, а оттуда на Богдановку, где перешли фронт, сдали там свои отчеты и их вдвоем отправили в Москву на спецпроверку. Сущевский пишет другое. Как известно многим павлоградским подпольщикам, П.О. Кравченко бежал из Павлограда за несколько дней до освобождения города частями 35-й гвардейской стрелковой дивизии и был задержан нашими органами контрразведки в городе Старобельске Воронежской области, после чего проходил длительную спецпроверку, что подтверждается архивными материалами КГБ. По этой причине отряд Кравченко фактически не существовал, и его имя в данном справочнике упоминается неправомерно. Конец цитаты. Сущевский возмущается грубым искажением исторической действительности, что наносит огромный моральный ущерб не только ветеранам 35-й гвардейской стрелковой дивизии, но и делу воспитания советской молодежи в духе справедливости. Напомним, это все была только преамбула. Теперь обратим внимание, собственно, на механику создания легенд. И неважно, какие это легенды, советские или те, которые формируют на наших глазах. Во-первых, из письма Сущевского мы узнали, что товарищ Кравченко не сам пришел в штаб армии, а был задержан черти где в Старобельске. Почему-то Сущевский считает, что это Воронежская область, хотя это Луганская. Задержан был Кравченко не какими-то солдатами, а органами контрразведки. Задержанный пришел сам, это диаметрально противоположные вещи. Во-вторых, мифы надо пресекать сразу, пока они не обосновались в мозгах и энциклопедиях. Мы видим
справедливое возмущение Сущевского, распространившееся как лесной пожар дезинформацией. Но советские писатели и историки создавали легенду о Павлоградском восстании в течение 20 лет, с 60-х по 80-е годы. Былина эта проникала постепенно в умы павлоградцев через печатное издание, лекции, выступления на митингах. Целое поколение на этой легенде воспиталось. Нельзя сказать, что сразу так все ее проглотили. Учитель истории средней школы номер 3 Павлограда Петр Антонович Ткаченко, который сначала поддерживал идею всенародного Павлоградского восстания, но вникая постепенно в тему, на каком-то этапе начал утверждать, что кроме событий 13 февраля, о которых мы подробно рассказали, все остальное очень сомнительно. Ткаченко закидали тапками, его исключали из партии, он получил 3 инсульта, но стоял на своем. Old School. Как пишет Сущевский, с 1976 года Ткаченко вел борьбу за восстановление попранной справедливости и исторической действительности, но ему ставили непреодолимые барьеры. Интересно, что директором средней школы номер 3 до 1977 года был никто иной, как Дмитрий Федоренко, автор художественного произведения «Непокоренный Павлоград». Окей. Один школьный учитель против сонма энциклопедистов не воин. И вот подключился к нему целый гвардии-полковник. Но когда? В 1986 году, очень поздно. Дело зашло так далеко, что все попытки Сущевского добиться правды уже тянут на развеивание мифов. То есть надо кого-то лишить прежней славы, общего признания, показать отрицательные стороны каких-то людей. А к этому времени в Павлограде улицу переименовали в честь товарища П.О. Кравченко. Так что же теперь? Искать виновных и наказывать их? А улицу имени товарища Кравченко срочно переименовать в улицу 35-й гвардейской стрелковой дивизии? Самый показательный здесь пример – широко известная молодая гвардия. Фадеев получил задание написать книгу о подпольщиках. Он легкомысленно отнесся к человеческим судьбам, перекрутил все реальные события наизнанку и создал, по сути, сказку, не имеющую ничего общего с действительностью. Москва приняла роман с восторгом. Краснодонцы же, прочитав книгу, ужаснулись, но, как всегда, в таких случаях их чувства проигнорили. И все закрутилось. Фадееву вручают сталинскую премию, режиссер Герасимов начинает снимать фильм, театры один за другим ставят по роману спектакли, посмертно награждают и некоторых героев книги. Казалось бы, успех, но краснодонцы так открыто проявляли свое недовольство, что легенда молодой гвардии стала шататься. В итоге Фадеев застрелился. Вот как трагично дается развенчивание мифов, когда дело заходит слишком далеко. В-третьих, Сущевский направил свое возмущение перекручиванием исторических фактов тем людям, которые и причастны к созданию легенд. Они этих легенд за свою жизнь наклепали столько, что им всем перестреляться надо, чтобы добраться до правды. Что бы вы сделали на их месте? Переписали бы энциклопедию? Изъяли бы из библиотек непокоренный Павлоград? Гнев свой ветераны направили не по адресу. И из этого вытекает в-четвертых. Любой миф – это элемент пропаганды. А что такое черная пропаганда, мы делали отдельное видео. Это на самом деле страшная вещь. И самые преданные члены КПСС, ветераны, вступили в борьбу именно с советской пропагандой, которой ой как надо было показать народное восстание против проклятых немецких фашистов, чтобы прикрыть свои промахи, отвлечь внимание от, собственно, дурацкой, если не сказать преступной операции «Скачок», которая принесла много бессмысленных жертв. Ветераны писали даже коллективное письмо на имя секретаря ЦК КПСС Михаила Зимянина. Но нет фактов, что они открыто выступали в прессе, на телевидении или на митингах. Ограничились такими вот письмами. И куда, как мы говорили, в источник этой самой пропаганды. По сути, в никуда. Сущевский, видимо, это понимал, потому что в конце письма он ничего не требовал от высокопоставленных адресатов, а дипломатично попросил совета. Что же ветеранам 35-й гвардейской стрелковой дивизии предпринять, чтобы в конце своего жизненного пути совесть их осталась чистой перед памятью погибших боевых друзей. И в-пятых, советские методы реагирования на письма граждан.
Земянин, понятно, что реагировать не собирался. А что он сделал? Правильно. В лучших традициях советской власти отфутболил письмо в Днепропетровский обком. Те так само спустили обращение своих дорогих ветеранов в Павлоградский горком партии, по сути тем лицам, в адрес которых была составлена их жалоба. Так вот, эта система отфутболивания процветает и сейчас в Украине, аж гай шумить. С каким пафосом принимали закон Украины про доступ до публичной информации. С 96-го года кое-как работал закон про звернення громадян. Помните, как грантоеды, всякие Наемы, Залищук и Лещенки боролись за их принятие? Сколько крика было, сколько шума. Где теперь все эти грантоеды? С 2019 года по этим законам топчутся все, кому не лень. С 2019 года все это похерилось. Я намеренно ввязалась в эту бюрократию и протестировала виконавчу владу премьера Шмигаля, и оказалось, что секретарша Шмигаля отфутболивает самостоятельно все звернення громадян, даже не заботясь о каких-то приличиях. Так что следите, граждане, за своими обращениями. Если вы получаете отписки, то что-то не так в вашем королевстве. И эпилог. В письме Петру Антоновичу Ткаченко 14 января 1986 года Сущевский отмечает, что он консультировался с винницкими товарищами, которые ему сообщили неутешительные вещи. В связи с тем, что сведения о вооруженном восстании павлоградских подпольщиков проникли на страницы весьма авторитетных источников: первое – история КПСС, второе – история Второй мировой войны, энциклопедии и т.д., исправить эти издания уже не удастся. Говорят, уйдут в мир иной ветераны, не будет возмутителей спокойствия, и все останется так, как есть. В конечном счете, в мировой истории нашего государства Павлоград является пылинкой. Так и сказали, подчеркивает гвардии полковник Сущевский. То есть ветераны 35-й гвардейской стрелковой дивизии в столкновении с советской пропагандистской машиной, естественно, проиграли. Никто ради них стреляться не собирался. Им намекнули в кулуарах: борьба бесполезна, утихомирьтесь вы, пылинки. Сущевский был настроен решительно, капитулировать он не собирался, но это была борьба с ветряными мельницами. Но самое для нас интересное, до чего он докопался, так это то, что он поручил своему товарищу посмотреть в архиве своими глазами материал о задержании П.О. Кравченко в Старобельске. Может, кто-то когда-то доберется до этого дела, а может, его копия и лежит где-то в фондах или архивах. В итоге ветераны ничего не добились. Как и предсказывали советские прожженные товарищи, возмутители спокойствия ушли в мир иной, а товарищ Федоренко, назло всем ветеранам, в 1999 году стал почетным гражданином города Павлограда. Педагог і письменник все життя присвятив праці. Торік у Кривому Розі вийшла друком перша книга онуки Дмитра Тимофійовича Ольги під назвою «Добросій», у якій зібрано практично всі матеріали про життя і творчість науковця. Педагог завжди вчив своїх учнів доброти та любові. Це перша така книжка в Україні, але що я мушу сказати? Книжка присвячена моїй творчості, бо спілкування з людиною – це творчість. А вот и результат. 1997 год. Ми зацікавились, що знають сучасні павлоградці про цю героїчну сторінку свого міста. Що ви знаєте про збройне повстання в лютому 43-го року? Патріоти Павлограда, серед них багато комуністів, комсомольців, підняли повстання проти фашистських окупантів. Це повстання, єдине повстання, про яке згадувалось в історії, багатотомній історії Великої Вітчизняної війни. Це одне єдине повстання по всьому радянському окупованій території Радянського Союзу в місті. Це повстання зазнало поразки, переважаючи сили противника. Но Павлоград був звільнений тоді, потім знову німці зайняли Павлоград і вже вдруге його звільнили 18 вересня 43-го. Я ж кажу, по розмовам знаю, що було таке повстання. Наше місцеві, тут було підпілля, в лісі тут було підпілля. Працювала в редакції газети, була підпільна газета, випускалася. Вірші тут писали проти німців, листівки розкидали. Був такий тут Шуть Микола, який дуже багато зробив для підпілля. А от це я чула, читала, і від знайомих чула. А щоб про саме повстання, я
майже нічого не знаю. А чому? Не чула. Не чула, пишуть мало про повстання. Якби писали багато в пресі, висвітлювали, ми б стали більше. Канал Ірини Коновець-Поплавської. Вот так создаются былины. Методы былинизации, к сожалению, актуальны и в Украине. Вы можете сами оглянуться вокруг и проанализировать, какие легенды рождаются на ваших глазах. И если этим легендам дать развиться, то, как мы увидели, потом их очень трудно будет опровергнуть. Придется кому-то стреляться, а кто ж захочет. Мифы только создавать весело. Я вам приведу один пример из сегодняшнего дня. Офис президента кинул месседж не на часе. Типа нельзя критиковать власть от слова вообще, пока эта самая власть занята важными делами. Воюете, волонтерите, помираете, но молчки. А в это время на едином марафоне и канале 1+1 создают новых прикормленных псевдогероев. Что главное в этом не на часе? Правильно, выиграть время, тянуть это не на часе как можно дольше, и дело сделано. Пишите потом хоть в спорт лото. Но передовая часть украинцев уже создала хэштег «Не на часе», куда выкладывает все моменты общественной жизни, которые власть пытается под шумок войны отложить, затягивать, замолчать. Хэштег «Не на часе» делает все, чтобы не укрепилась в голове обывателя очередная легенда, которую потом невозможно уже будет развеять. И слава богу, у нас есть миротворец.